Мы молодая семья, которая переехала в грузинскую деревню. Здесь, среди этих потрясающих гор, мы строим свою жизнь в непривычной системе, обустраиваем быт и выращиваем чистые фермерские продукты. В этом выпуске нас ждет большой покос. Прокосим почти 2 гектара. Основной участок с домом и новый, где продолжаем бороться с дикой лианой. А также выведем цыплят необычной породы, той самой, что несет голубые яйца. На пасеке попробуем сделать отводок на плодную матку. Скажем честно, не все пошло по плану. А еще откачаем вкуснейший каштановый мед и прогуляемся по саду. Посмотрим, как он себя чувствует в разгаре лета. Приятного просмотра! В Китае купил вот такие вот лямки, рюкзак, так сказать, для крепления этого триммера аккумуляторного. В прошлом ролике я рассказывал, все-таки не очень удобно его держать на весу. А вот с этой штукой, ну, вообще классно. То есть он тебе висит, такая поддерживашка, и легко снимается. Просто потянул, вот так вот снял. Такую просто веревку прикрутил сюда, чтобы и сам корпус триммера не царапать. Что могу сказать по триммеру? Уже получается... Вторую неделю я им полностью кашу. Бензиновый еще ни разу не заводил с тех пор. Если кто сомневался по мощности триммера, сейчас покажу. Вот видно, да, тут какая густая высокая трава. То есть она местами вон, выше колена. Вот так вот, да. Причем такая, она вот, ну, по типу как осока, плотная очень достаточно. Скашивает вообще это все на ура. Вот весь овраг этот обкосил. Там ежевика у меня была и что только не было. И все одним триммером. Единственное, что я поменял, чуть пожестче леску поставил. Вот такую, если видно. Вот такого. Она внутри такая сердцевина у нее темная, более плотная. У них оригинальная леска помягче. Она, конечно, похуже себя ведет на такой именно плотной траве. Если такая мягенькая и редкая, да, хорошо. Но вот именно если плотная, то вот лучше такую леску поставить. И ну, вот сейчас покажу, как она косит. Вот, хорошо, школа закончилась. Теперь главный помощник в деле. Несет мне аккумулятор, да, Тима? Спасибо тебе, давай. Давай, спасибо. Еще чуть-чуть и будешь сам косить, да? Если не умею. Не умеешь, но я тебя научу. Научу.
А тут у нас на краю, прям на самом участке, вторые ворота, которыми мы не пользуемся. Ну так, иногда, если сократить путь, можно через калитку, через эту пройти. И вот тут посмотрите, какое у нас дерево растет вековое. Это бук. У него такие есть. Дотянусь, нет? Вот они повыше, видны их хорошо. Такие вот зеленые. Они как орешки, семечки внутри. Вот так выглядят плоды. Очень, кстати, вкусные. Ну, где-то в сентябре они созревают. Не знаю, сколько ему. Ну, по виду точно. Как минимум 100 лет. Все, я один из самых сложных участков на нашей фазенде прокосил. Вот как все выглядит. Тут вот ежевика, которой я уже второй сезон борюсь. Ну, я скажу, уже намного меньше стало. Просто регулярный покос, в принципе, все исправил. Уже другая трава, ее забивает более мелкая, более низкорослая. Поэтому я думаю, в этом году ее полностью выведу с этого склона. Все, там у меня тоже все готово, все чистенько. А пока заряжаются аккумуляторы, можно будет перейти на покос более прямых участков газонокосилкой уже. А это я пособирал остатки апельсин. У нас уже конец июня, но до сих пор кушаем апельсины. Конечно, не так много осталось, но все равно вот сколько. 5 штук собрал. Такие. Многие испорченные, уже там насекомые прогрызли. А вот эти такая плотная у них кожура. Уже пробовал, кушали, сладкие, вкусные, сочные. Поэтому хорошо, что такой апельсин очень долго лежит. Можно сказать, с декабря его кушаем, вот по конец июня. А это, кстати, спрашивал у нас кто-то, как у вас склон, не ползет ли. Ну вот я показываю южный склон. Видно тут, это все в камнях, это все практически камни. Тут невозможно прокопать. Из-за того, что солнце, вода, эрозия почвы такая, каменелость. Северный склон чуть-чуть помягче, конечно. А вот где южный, солнце, тут прям каменистая почва, земля. Так, а это уже наша вторая закладка инкубатора. Тут у нас необычные яйца, вот такие голубые. Это порода, как, Настя, называется? Амираукана, по-моему. Амираукана, да, такое не выговоришь, да. Ну вот несет такие красивые голубые яйца. Они приехали к нам сдалека. Вот, и несмотря на то, что сегодня у нас всего лишь 16-й день инкубации, один уже начал проклевываться. Ну, мы это связываем с тем, что они ехали к нам почти 2500 километров. И, наверное, уже там была температура, что зародыш начал развиваться. Поэтому у нас вот будут какие-то птенчики чуть пораньше, я так понимаю.
Мы уже выключили автоматический переворот роликов. Мы это делали и в прошлый раз. Не знаю, почему некоторые наши подписчики подумали, что они у нас там переворачивались, пока сидели. Нет, но единственное, да, мне кажется, для удобства лучше убрать ролики, чтобы было, ну, птенцам там удобнее находиться. Поэтому сейчас этим и займемся. Так, вот видно, у нас один проклевывается, да? Два. А, вот даже Вон два. еще один. Так, давай теперь надо куда-то переложить, ролики снять. Могу, в принципе, вот так вот руку это сделать. Вон еще. Яичко. Такие крошечные. Комочки. Красивые. Один мокренький чуть-чуть. Пусть его так греет. О, хорошие какие. Один черненький, оказывается. И они даже не боятся, вон какие лапки. Маленькие. Ой, они на ручки лезут, смотри. Давай. Хорошие. Так, вот после этого участка со склоном планирую вот здесь вот начать обкос. Тут уже проходили газонокосилкой, наверное, пару недель назад, но уже заросло. Нужно освежить, так сказать. Вчера вечером прошелся еще бензиновым триммером с диском. Вот здесь вот у меня орешник, который мы спиливали. Молодая поросль была. Вот я тут её тоже всю поскашивал этим диском. Теперь нужно тут зафиналить триммером с леской. Вон там у меня тоже акация понаросла с тех сторон. Короче, тут все, что можно было диском пройти, прошел. Вот, осталась территория под триммер. Газонокосилка у нас второй год, нас тоже подводит. Что-то мотор опять заводится, глохнет, непонятно. Тут какую-то часть скашивали. Наверное, остальную придется тоже все триммером выкашивать. Поэтому сейчас, наверное, начну вот этот вот участок приводить в порядок. А это вот наша ежевика осенней посадки. Посмотрите, сколько ягод.
уже с учетом, сколько всего еще съели. Тут дети каждый день заходят, не забывают. Это вот один кустик только. Черная уже есть. Очень вкусная. Так, вот этот кустик поменьше. А вот это бесшипная, второй сорт. Тоже вот видите, какие крупные ягоды. Такой крупный ствол уже вырос. Вот здесь какая большая тоже. Вот я бы сказал, бесшипная все-таки поменьше дает ягод, но они крупнее. Вот такие вот. Вот эта, которая с шипами, она почему-то вот у основания, но может быть потом подрастет. Она подымется, наверное, плодоношение сюда, где-то повыше. Вот, а сейчас пока вот здесь у основания, но все усыпано ягодами. Поэтому будем осенью ее размножать дальше. То есть у меня получается вот это второй ряд здесь. Это вот первый ряд. И, наверное, пойдем сюда в сторону орешника. Как раз мы один рядок вот этот убрали. И сделаю уже, наверное, подлинней третий ряд. Будем здесь продолжать засаживать. Очень вкусно. Так, а сегодня у меня уже третий день покоса. Взял инструмент и будем продолжать. Ну, мне кажется, половину я тут уже освоил. Еще, наверное, пару дней и докошу, если не будет сильно жаркая погода. Так, а сейчас прохожу участки, где газонокосилкой тут по прямой тяжело будет подлезть. Это вот под кустами, там под киви. И уже буду приступать тут к покосу прямых участков газонокосилкой.
Вот такие вот мешки с травой я собираю. Плотно трамбую. Потом стоит оно у меня в теньке где-то 3-4 дня, ферментируется. И потом уже ферментированной травой добавляю под наше растение. Там вся таблица Менделеева содержится в траве. И растение возьмет питание, все, что ему необходимо. Дети готовы тренироваться на новой полянке, да? Давай, Тася, раз, два, три, побежали. Сбежим до бассейна. Кто первый прибежит, тот выиграл. Давайте на старт. Внимание, марш! Тима победил! Так, Тася выбыла из соревнований. Кузя, давай теперь с Тимой будете на перегонки бегать. Давай. Вставай. Кто быстрее, Тима или ты? Побежали. Побежали. Давай беги, он сейчас тебя догонит. Он сейчас тебя выиграет. Так, вот эту часть участка я тоже докосил. В одной из прошлых серий мы сажали тут лавр, который у нас не очень успешно прижился. То есть, можно сказать, совсем не прижился. Черенки у нас стояли где-то 3-4 месяца. Но, к сожалению, практически ни один из них не укоренился. Наверное, из всей аллеи, которую мы посадили, может быть, на парочке появились листья, но потом засохли. Поэтому мы решили, в принципе, больше не ждать. Вынули сейчас все баклажки, убрали. И, наверное, месяц назад посадили вот такие вот павлонии. Они будут прекрасно расти тут, держать склон. Плюс в дальнейшем можно будет использовать их как древесину. Кто не знает, можете посмотреть. Алюминиевое дерево, очень быстро растущее, с ценной древесиной. А вон у нас помощница идет. Тася, мы вчера с тобой убирали бутылки, вот чуть-чуть забыли. Поможешь убрать? Да, пошли. Вот. Да, сейчас бутылки уберем. И вот тут у нас тоже приживаемость не стопроцентная была. Вот кое-какая павлония. Здесь видно. Вот она не пошла в рост. Это был черенок. Вот он так и сидит. То есть его вот это надо поменять. У нас же есть уже еще другие черенки.
Вот здесь у нас один пропуск. Вот этот вот прижился. Тут все хорошо. Сейчас, Тима, давай посмотрим. Вот после этого здесь еще один, наверное, не прижился, который, да, вот. Вот его видно. Да, ты будешь помогать? Хотя вот, на нем, смотри, что-то есть. А вот листочки есть. Может, он тут в траве был, поэтому сильно не рос. Можно вот этот пока оставить, посмотреть, как он будет себя вести. Вот видите, у него листочки. Нет, это же павлония будет. Вот такие же деревья, как вот эти вот, которые вдоль, видишь, в ряду. Ну как посадить? Сейчас мы посадим, где пропущено. Вот нам одно точно надо. Давай сейчас посчитаем. Так, а вот баклажки, которые вчера не доубирали, да? Тася, отнесешь? Куда? А вот тут в домик деревянный положи там. Куда? Ведро там, ведро у нас было большое. Можешь 2 взять, чтобы много раз не ходить. Можно 2-3 взять. Можно, смотри, вот эти вот положить вот сюда. Вот так вот. И вот эти ты все заберешь. Да. Вот так. Видишь, какой работник в красивом платье. Да, вон там вдалеке, Тася, еще 4 бутылки возьмешь. А я пойду за лопатой и черенками. У нас стоят, укореняются черенки. Сейчас вот выберем парочку хороших и пойдем сажать. Вот выбрали, да, самые хорошенькие черенки. Как раз там 2 не хватает. Пойдемте сажать. Как одуванчики. Да, у них какие-то хвосты пушистые, да? Не знаю, что это. Вот этот неудачный. Вот так. Держи. Куда? Да, вот здесь нормально, здесь посередине. Так, вот тут теперь, да? Подожди, вот этот он там, где-то 5 метров между ними. Все, ушли. Так, давай, ямка готова. Ага, давай, вставляй. Сейчас будем засыпать. Держи пока. Все, отпускай. Так, а сегодня мы работаем на новом участке. По плану немного там покосить, залезть на пасеку. Подготовили такой прицеп. Вот у нас тут Настя в костюме. Купили у Тимура. Молодую королеву. Да, она уже плодная. То есть будем делать плодный отводок. Точнее, Настя будет делать, я буду косить. Вот, вот у нас готовый уже улей. Наверное, сделаем 4-5 рамок отводок, да? А остальное поставим вощина. Потому что одна семья, которую мы делали в последний раз, покупали отводок, прям сильно развивается, да? Да, очень много пчелы.
Да, там 12 рамок полностью занятых, там магазин стоит, как бы и она еле помещается. Поэтому отводок ей не помешает, а нам не помешает новая семья, так сказать. Вот, ну и за ростом, пока мы косили наш участок, там тоже знатно заросло, поэтому поехали, посмотрим. Здесь у нас как раз-таки находится королева. Вот прокосил один рядок вдоль тыквы. Смотрите, какая трава выросла. Хотя пару недель назад тут выкашивал все под ноль. Но корень остался кое-где сильный. И поэтому она, конечно, прет дуром. Вон она все захватила опять. Поэтому надо выкашивать и выкашивать и выкашивать. Тыкве тут, конечно, не очень живется. Но что поделать. Такие у нее суровые условия. По возможности помогаю ей. Тут вот, не знаю, на том у нас видно, что где-то цветет. А вон цветочки завязываются. Но пока пару завязей я где-то видел. Пока косил здесь. Сейчас попробую найти. Вон портулак растет. Он, кстати, любит после того, вот, как мы сжигали здесь кусты, из золы вылазить. Вот тут уже цветочек есть, да, вот уже зависть. Вот, так что, возможно, что-то вырастет, но это не точно.
watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Out of the darkness of sight, it all seems so heartless. Поработали сегодня хорошо? Да. Wait until the morning Да. the morning light. Far away until you're out of sight. Привет, привет. Уже так подросли цыпляточки, да. Иду проверить, как там вчерашний наш отводок поживает, пчелиный. Сколько пчелы там осталось, интересно. И сегодня уже нужно выпустить королеву. Они должны были уже освоиться, привыкнуть. Летная пчела, которая агрессивная, она должна была вернуться обратно в свой улей. Поэтому никакой угрозы для пчелы королевы не должно быть. Поэтому ее нужно уже выпустить. Сейчас посмотрю. Так. Ну, какой-то кипиш тут. Там вот какая-то пчела есть внутри. А тут вот они что-то все повылезли. Не знаю. Так, ну сейчас будем открывать, смотреть. Так. Распаковочка. Вот они возле королевы уже тут собрались. Сейчас посмотрим. Я думаю, пора выпускать. Уже они хотят ее освободить. Вот. Нужно будет тут прорезь сделать, и она выйдет. Ты прорези сделала. Они должны прогрызть вот здесь подкормку и выпустить ее. Пчелы, я думаю, не так много, поэтому, думаю, нужно еще струсить пару рамок. Пчела явно недовольна, что я к ней залезла. Но пришлось, потому что здесь было очень ее мало в этом уле. Сейчас немного успокоится и буду закрывать. И чуть-чуть попозже уже выпущу королеву, потому что, чтобы ей никто не навредил.
А у нас прошел один день с момента, как я открыла доступ к королеве в этой коробочке, в которой она сидела. Она должна была уже выйти. Поэтому сегодня по плану нужно проверить, как она поживает, приняли ли ее пчелки. В общем, сейчас посмотрим. Интересно. Так, в гнездо залезли муравьи. Нужно будет почитать, что с этим сделать. Может быть, чем-то посыпать. Так. Так, они не проковыряли ей доступ. Сейчас мы откроем коробочку и выпустим королеву. Так, королеву я выпустила, но мгновенно ее потеряла, она уползла. Начала ее искать и заметила, что некоторые пчелы начали на нее нападать. Возможно, это с вот этого соседнего улья летная пчела прилетела и начала ее убивать. Вот, я посадила ее обратно в клеточку. И вот, смотрите, какой кипиш начался. Это вот все пчелы с этого улья. Они хотят от нее избавиться. Поэтому не знаю, сейчас пойду с Тарасом советоваться, как поступим дальше. Я думаю, будет правильным решением отнести этот улей в другое место, на другой участок пока что, чтобы доступа не было вот этой пчелы, которая сейчас пытается атаковать. Решили улей все-таки перенести на другую локацию. Посмотрим, как будет пчела реагировать, не будет ли нападать. А завтра уже откроем, посмотрим и выпустим нашу королеву. А сейчас еще хочу посмотреть, как там рамки стоят ровно-неровно. Королева не упала ли, клетка с королевой. Сейчас проверим, чтобы все было в порядке. Так. Это вот пчела, наверное, нелетная, которая. Сейчас мы ее аккуратненько стрясем. Вот сюда стряхнем. Так. Да, это нелетная пчела, молодая. Вот как раз-таки она нам нужна. Так, вот, королева, все в порядке с ней. Живая, слава богу. Сейчас обратно все поставим, а завтра уже будем выпускать еще раз. Сегодня будем разливать каштановый мед. Его невозможно спутать ни с одним другим сортом. У него густая консистенция, темный, почти бордовый оттенок и ярко выраженный терпкий вкус. Основной медонос – благородный каштан, который растет здесь, в Западной Грузии. Это тот самый каштан со съедобными плодами, не путать с конским, который многие знают по паркам и городским улицам.
Пошли. В грузинских семьях этот мед по традиции подают к мацоне или кукурузной каше на осенних праздниках. Эта партия появится в нашем каталоге, ссылка будет в описании.